RimWorld — симулятор колонии или симулятор абсолютного безумия, где у каждого персонажа на одно позитивное качество сотня негативных. В этой игре не существует слова «стабильность». Только вы посадили картошку, прилетает космический пират с бензопилой. Только вылечили члена колонии, он съел другого. И даже не потому что голоден, а потому что обиделся. Каждый сценарий начинается с выбора персонажей. Или, как я люблю это называть, спам кнопки случайно до тех пор, пока колонист не станет одноруким пироманом, с бонусом в виде аллергии на воздух. Создав команду мечты, состоящую из мировых гениев, мы готовы начать эту прекраснейшую историю о выживании на неизвестной нам планете. Вы трое проснулись в своих саркофагах криптосна, под звук сирены скрежет металла. Едва вы успели добраться до спасательных капсул, как корабль развалился на части. Некоторое время спустя, а дальше неважно. Знакомьтесь, 3 великих человека и по совместительству жители этой колонии. Сразу после крушения я вооружил наших жителей. После этого я приказал им убить Варга, ведь Варг местный хищник. По крайней мере, об этом говорит справочник. Ну вообще он много про что говорит. Колонисты набросились на Варга, но вот чего они явно не ожидали, так это ответной атаки. Варг отправил доктора Стоуна в нокаут. В это время дед подбежал к противнику с ножом. Он смог его осилить, правда вот какой ценой. У деда по итогу сильное ранение. И виновен не Варг, а Гефест, который вместо того, чтобы стрелять по Варгу, решил сделать деду на одну дыру больше. Наметив место под склад, колонисты начали перетаскивать весь шлак, собранный с места крушения. Дед же пытался выжить, что явно давалось ему нелегко, ведь не каждый переживет такую опасную встречу с Гефестом и его навыками стрельбы. Горе пополам, перенеся все предметы, колонисты начали постройку хижины. И в это время дед, видимо, решил, что свое он отжил, но благодаря оперативной работе поселенцев удалось спасти старого. Оказывается, у деда смертельные болезни, в частности, огромная потеря крови, и если бы не лечение, сейчас нас было бы уже двое. К утру хижина уже была готова, бедный Гефест работал всю ночь, не покладая рук. Поселенцы поставили стол для готовки, правда, готовить-то пока что нечего. А про разделку туш мои поселенцы вместе со мной пока не знают. Про ферму я также не забыл, она послужит основным источником пищи для поселенцев. Также я построил и укрытие на случай перестрелки. На следующий день произошло солнечное затмение, поэтому поселенцы будут работать в кромешной тьме. А работы много, например, нарубить дров и выкопать залежи стали. Также я изучил приоритеты для поселенцев и попытался подстроить их под навыки наших гениев. Дед уже почти оправился от ранений и в скором времени уже сможет работать на благо нашего поселения. Наблюдав, как строится стол для исследований, один из поселенцев, в честь того, что мы здесь надолго, предложил как-то назвать нашу фракцию. Знал бы он, как он ошибается. Первым, что я решил исследовать, стал рекурсивный лук. Хреновое решение, когда у тебя есть огнестрел. Пока я пытался построить стены вокруг склада, на наше поселение организовали налет. Так еще и ночью, когда все спят. Пришлось поднимать всех поселенцев и готовить к жестокому бою. Правда, вот бой закончился быстрее, чем начался. И это заслуга Гефеста, который в коем-то веке решил стрелять по врагам, а не по союзникам. Противник-то повержен, остался вопрос, куда его деть. Гефест долго мучился над этим вопросом, и каждый раз, подходя к нему, он хотел его скушать. Ночью этого же дня весь наш урожай умер от неизвестной болезни, и теперь мы остались совсем без еды. Пока дед пытался спасти огород, на доктора Стоуна накинулся медведь, и тот начал убегать. Конечно же, я сразу послал деда с Гефестом ему на помощь, благо все обошлось. И наконец-то, разобравшись, как разделывать туши, я отправил деда за поверженным медведем. И теперь у нас появилось немного медвежатины. Правда, вот испортится она быстрее, чем мы сможем ее приготовить. На следующее утро я решил построить ветрогенератор, дабы запитать кондиционер на складе. Правда, это не лучшее решение, когда у тебя есть генератор на дровах. Я осознал это и исправился. Правда, сделал все намного хуже и поставил его под открытым небом. Правда, это все не так важно, ведь к нам прибился новый Варг, и он охотится на деда. Степень ужасности происходящего я осознал моментально, ведь Гефест утром ушел в шахту, и ближайшим к деду союзником был только доктор Стоун. Но меня было уже не остановить, ведь я помню, какой урон нанес нам Варг в прошлый раз. И этот раз для нас мог стать последним. Доктор Стоун уже был на подходе, а Гефест уже выбежал со стороны шахты. Дед уже к тому времени лежал. Первым прибежал доктор Стоун, и он совершил большую ошибку, набросившись на Варга с ножом. Ведь у него не было даже самого плохого прикрытия в виде Гефеста. Гефест в это время уже подбегал, но прибыв на место, он увидел двух друзей, лежащих на полу. И нетрудно догадаться, что следующим должен был быть он. И он принял самое трудное решение в своей жизни. Он принял решение бежать. Правда, это ему не помогло. И Варг догнал и его. Благо, он упал недалеко от кровати и смог сразу на нее лечь. В это время доктор Стоун и дед также пытались доползти к кровати. И внезапно к нам прибыл союзник с револьвером. Он ранил Варга, и тот упал без сознания. Правда, и сам сильно пострадал.
И единственное, что он успел сделать, так это донести тело деда до кровати. Да, дед скончался. Вслед за ним и Гефест. А далее и доктор Стоун вместе с неизвестным поселенцем в черном пальто. Так и закончилась история деда, Гефеста и доктора Стоуна, объединенных одной целью – выжить. Но это не конец. Это лишь начало поистине интересной истории. Знакомьтесь, Роберт – отличный стрелок, неплохой повар и хороший строитель. Прайс – отличный шахтер и ремесленник, неплохой животновод. Афродита – медик и голова нашего поселения. Сначала я также наметил место под склад, а далее принялся за постройку хижины. В это время поселенцы переносили найденную сталь на склад. И к вечеру хижина уже была готова. А, да. Помимо 3 поселенцев с нами еще Кайл. На утро мы решили убить гигантского ленивца, ведь стол для готовки есть, а вот ингредиентов нет. Прайс вместе с Робертом начали стрелять по ленивцу. В ответ последний кинулся на Роберта. Роберт в свою очередь уклонился от всех ударов. Видимо, это сильно повлияло на ленивца, и тот пошел самоутверждаться за счет Прайса. К слову, один раз его поразить он все же смог, но Роберт застрелил его. Прайс довольно сильно таки пострадал, и если бы не лечение, то его хватило бы на 18 часов. Построил помещение, где поселенцы смогут разделывать туши. Разделав ленивца, получили очень много мяса. И сразу после этого нам поступило сообщение о падении капсулы. Причем капсула какого-то черного блока. Черный блок — фракция для нас враждебная. И я принял решение взять владельца капсулы в плен. Правда, этому было не суждено случиться, и он умер перед входом в хижину. Пока я наблюдал, как Прайс и Роберт копают сталь, мне опять предложили назвать наше поселение. И в этот момент я почувствовал, что задержусь здесь надолго. И я подошел к этому вопросу со всем энтузиазмом, накопившимся во мне еще с выхода видеоролика о кислороде. Но это не так важно. Только сейчас я заметил, что Прайс спер рубашку у нашего пленника. А еще важнее то, что у Прайса стоит кардиопротез. Помимо этого, я выделил место под огород и построил укрытие для моих поселенцев. Хотел бы я сказать, что не зря, но никто не хотел на меня нападать. Я даже комнату для пленников построил. А еще тот самый Кайл заболел чумой. Но благодаря умелым ручкам Афродиты он выработал иммунитет быстрее, чем болезнь перешла в смертельную стадию. Возле нашего поселения проходил караван из фракции Амиерон. Что интереснее, один из стрелков приходился для Прайса сыном. На складе закончилась провизия, и Прайс с Робертом пошли охотиться на гигантского ленивца. Только вот они немного не рассчитали силы, из-за чего им пришлось быстро драпать. Уже в поселении ленивец догнал Прайса и отвесил ему смачного леща. Последний из-за этого целый день пролежал на кровати, отлынивая от работы. Но немного мяса мы все же добыли. В помещении для разделки температура достигла 39 градусов, и лучшим решением, что я смог придумать, было вывести вентиляцию на улицу. Кондиционер, видимо, существует по приколу. Спустя какое-то время налет на поселение все же объявили, и на этот раз на нас напали аборигены из фракции Дами. Но вот само нападение завершилось быстрее, чем началось. Роберт построил загон, в то время как Прайс приручил 2 коней. В это же время я начал строить помещение, где будут располагаться все производственные станки. Все это время Прайс выкапывал каждую залежу, близлежащую к нашему поселению. В новом помещении я впервые использовал электрические лампы, которые выглядят более эстетично и атмосферно. И тут мне поступает уведомление, что один из прирученных коней заболел чумой. Я решил ситуацию максимально гуманно. И ночью, пока второй конь спал, мы приготовили из первого немного пищи. Надеюсь, на людей конная чума не распространяется. Наконец-то я поставил второй кондиционер на складе и еще один в хижине. Теперь продукты не будут портиться, что значительно облегчит жизнь поселенцам в будущем. Помимо этого, я поставил топливную кузню и стол для резки камней. Теперь я могу производить какое-никакое оружие. Но для начала я решил произвести простые шлемы для поселенцев. К слову, все ремесло лежит на Прайсе. На следующий день я построил больше укрытий. А ранее я расширил огород и посадил там картошку. Далее я построил ветрогенератор. Правда, долгое время он не функционировал, так как мои колонисты до последнего не хотели рубить деревья вокруг него. Это сподвигло меня изменить приоритеты для поселенцев. К слову, второй конь тоже был переработан в хавчик. А все потому, что я не знал, как его покормить. На следующий день один из муффалов взбесился и начал кидаться на всех, кого видит. И, видимо, он был одарен зрением на километры, раз единственное, что он увидел, это наше поселение. Правда, это ему ничем не помогло, и он также был переработан на хавчик. Пока я наблюдал за тем, как Афродита носит ресурсы для постройки моста через реку, на наше поселение организовали новый налет. На этот раз фракция Нация Гарар. И в этот раз напал даже не один человек, а целых 2. Один из них был с копьем. Сразу видно. Прогресс. Но, к сожалению, они не успели даже подбежать, как пополнили мой киллстрик в виде... сами посмотрите. Я решил это отметить, построив поселенцам адекватное жилище.
как вдруг на поселение напали агрессивные животные. И не абы какие, а еноты. Понятное дело, поселенцы были подняты по боевой тревоге и выставлены вдоль укрытий. Точнее, только 2 поселенца. У Роберта накануне случился нервный срыв, и он начал объедаться до такой степени, что перестал выходить на связь. Поэтому Прайсу и Афродите пришлось в одиночку спасать колонию. Одному из енотов удалось пробежать через Афродиту и Прайса к Роберту. Тот, в свою очередь, решил, что лучшим решением в такой ситуации будет бездействие. Респект логике Роберта, а вы ставьте лайк, если тоже бездействуете, когда на вас нападает больной бешенством енот. Несколько дней я занимался распределением работы и настройкой приоритетов, попутно пытаясь приручить все, что движется. К слову, иногда мне приходили задания с тайниками, а один раз вовсе с каким-то космическим аппаратом. Правда, всех их я пропускал мимо ушей по разным причинам, но в основном из-за расстояния между точкой интереса и моим поселением. В это же время Афродита завершила исследование механики. И теперь мне доступны верстаки, при помощи которых я смогу собирать оружие и оборудование. Следующей ночью помещение с разделкой загорелось, вероятнее всего из-за факела. И спустя 5 дней новые комнаты для поселенцев все же были достроены. Афродита решила отметить это медитацией. У Прайса все никак не получалось приручить коней, и на помощь пришел Роберт с интересной идеей. И теперь у нас есть кони, правда вот немного не в том состоянии, в каком изначально требовалось. И вот опять налет. И опять фракция нация Гарар. На этот раз они перед штурмом даже подготовились. Я уверен, что все бы прошло гладко, но в момент, когда начался штурм, аккумулятор загорелся. На этот раз голожопые пришли с луками, но все так же не представляли какой-либо опасности для поселенцев. Или же... Опа! У Роберта и так были проблемы с речью, а теперь вдобавок трещина на челюсти. Понятное дело, нападающие быстро аннигилировались. Как вдруг Акум решил взорваться. Причина взрыва есть, но об этом позже. Один из нападающих выжил и был захвачен в плен. Афродита его быстро подлатала, и все поселенцы отправились спать. Отправились бы. Но Акум взорвался окончательно, ведь я поставил аккумулятор на улицу, где шел ливень. На следующий день пленник решил сбежать. На помощь побежал Роберт, и в рукопашку уложил пленника обратно. Правда, сам сильно пострадал, но все же респект, что не бездействовал. В это время Прайс готовил всех к зиме, и за несколько дней сшил 3 куртки, шапки и штаны. На улице потихоньку становилось холодно, и я принял решение поставить обогреватель в одной из комнат поселенцев. Прайс и Роберт отправились на охоту за муффало, так как еда уже почти закончилась. Первый муффало пал быстро, а вот смерть второго вызвала недовольство среди стаи, и за бедным Прайсом погналось 2 муффало. Теперь у нас помимо еды еще и много меха. В одну из ночей пленный выбрался из камеры и прошел мимо Прайса. Я думал, он просто погуляет и вернется, но он просто ушел. А еще я отправил Афродиту вместе с некоторыми товарами в соседнее поселение, дабы выменить ненужные ресурсы на нужные. Правда, единственное, что я смог купить, так это медикаменты. А пока Афродита возвращалась, я решил залить бетоном площадь поселения, дабы хотя бы немного украсить его. Также я наконец-то исследовал солнечные панели, что значительно укрепило энергосеть поселения. Я разобрал огород, дабы построить на его месте столовую и лабораторию. Как вдруг на поселение опять напали агрессивные животные, но на этот раз крысы. Мне слишком надоело ловить нападавших созданий по поселению, и я принял решение построить новые защитные сооружения. Снова животные сходят с ума, на этот раз Бумалопа. Поселенцы вмиг с ним справились, тот в свою очередь решил эффектно уйти. На следующее утро к нам забрел гигантский ленивец. Надолго он не задержался. Как вдруг на нас опять объявили налет. И опять нация Гарар. С каждым налетом их подданные одеваются все теплее и теплее. Может быть, в этом есть смысл. А место озера становится все меньше и меньше. Теперь у загона располагается большой огород, который в теории принесет намного больше пищи, чем прошлые 3. На утро следующего дня я решил перестроить склад, а точнее заменить деревянные стены на стальные. Только вот я опять по своей глупости чуть не убил поселенца. Ведь напрочь забыл про существование крыши, которая и обсыпалась на головы поселенцам. Благо ранения были не сильными, и Роберт смог продолжить работу. Правда, надолго его не хватило, ведь его засыпало во 2-й раз. И опять трещина на челюсти. А вообще ситуация критическая. И если бы не Афродита, Роберт бы уменьшил свободное место у озера. Пока следил за Прайсом, учуял запах гари. Оказалось, горит близлежащее поле. Масштаб пожара настолько большой, что мне осталось надеяться, что начнется дождь, и пожар сам по себе нейтрализуется. Бедный Прайс чуть заживо себя не закопал, выкапывая огромную залежу стали. Вообще складывается впечатление, что больше всех из поселенцев достается ему. Причем я знал, что такое может произойти. Поэтому лучшим моим решением стало наблюдение. Помимо того, что он сам себя закопал, он чуть не помер от кровотечения. Благо, все мы знаем, кто в такой ситуации нам помогает. И снова налет. На этот раз черный блок. Прайс еле успел забежать за укрытие, прежде чем враг приблизился к поселению. Один из нападающих пришел с огнестрелом. Тактика у противника сильно прокачалась. Один из нападающих выпрыгнул на мешки с песком и успел пырнуть Афродиту и Прайса.
Последний, к слову, чуть не лишился жизни. Честно говоря, я уже успел подумать, что это конец. Но Прайс успел нейтрализовать противника. В это время Роберт перестреливался с Лизой. И я не зря сакцентировал внимание на данном персонаже. Лиза уцелела и была захвачена в плен. И тут мне пришла в голову идея, а именно перевоспитать ее, дабы она стала 4-м колонистом. Тот самый ниндзя с ножом тоже уцелел. Но по профессии он был вербовщиком, так что я не решился тратить время на его вербовку. Ночью этого же дня в поселении началась дискотека из-за нехватки энергии. А утром тот самый ниндзя решил сбежать. Правда, вот он немного не рассчитал сил и был арестован Робертом. В общем, этот гений лежал на холодном полу, пока я не починил дверь. Так плюсом еще и случайно раздел его, промахнувшись по кнопке. Да, такой себе побег. Прайс с Робертом отправились охотиться на Муффало. Правда, вот они немного перестарались, разгневав всю стаю. Благо, возле поселения проходил большой караван, который принял весь урон на себя. Что интереснее, один из участников каравана умер в ходе битвы с Муффало. Мои поселенцы по логике «раз лежит, значит ничейное» забрали все ценное у паренька. Ночью я узнал, что Афродита заболела гриппом и вполне могла умереть. Как вдруг на поселение организовали очередной налет. Аборигены из фракции «Нация Гарар». И как назло, сквозь шквальный огонь прорвалось двое аборигенов. Один из них, копейщик, набросился на Афродиту и едва не убил ее. К слову, событие довольно неприятное. Ведь Афродита медик и единственный человек, способный более-менее лечить травмы или болезни. Также не забываем, что у нее грипп. Если говорить прямо, на этом этапе игры я уже думал, что продолжу играть 2 колонистами, так как вылезти из этой задницы уж точно непросто. Пришлось заставить Роберта ухаживать за Афродитой, дабы та протянула еще с пару дней. Но Афродита не сдавалась, несмотря на то, что она буквально не могла ходить. Она каждые 8 часов приходила на склад, дабы подлечить себя, потому что качество лечения Роберта оставляет желать лучшего. И как назло, именно в этот момент приходит задание спасти некого Марата из лап черного блока. Я бы и глазом не моргнул, как выкинул бы это задание в урну, но Марат оказывается сын Роберта. Операция по спасению вызывает сомнения. Афродита еле держится на ногах, сам Марат заключен где-то далеко от поселения, а путь в одну сторону занял бы целый день. Понятное дело, одного Роберта не пошлешь, а кто тогда будет за пленными присматривать? Да и больную Афродиту не оставишь. В общем, я отложил это задание на несколько дней. Пусть Афродита либо спокойно уйдет, либо поправится. Из-за постельного режима Афродиты Роберт перенял на себя все ее обязанности. И теперь помимо того, что дровишки колет, бегает и пленников кормит, так еще и вербует их. Ага, вам не послышалось, вербует. Напоминаю, после того, как его засыпало на складе, его речь опустилась до 2%. Недалеко от поселения упала капсула некого ниндзяка из фракции Мейрон. Лучшим решением в этой ситуации послужит его спасение и дальнейшая передача его фракции. В это же время грипп Афродиты перешел в тяжелую стадию. А еще она обдолбалась дымолистом. Честно, даже я не знаю, где она его нашла. Этой же ночью грипп Афродиты перешел в смертельную стадию. Но сдаваться рано, ведь Афродита почти выработала иммунитет. Осталось лишь надеяться, что она сделает это быстрее, чем займет немного места у озера. Афродита успела выработать иммунитет, поэтому я начал подготовку к операции по спасению Марата. И уже этой ночью Роберт и Прайс отправились к месту, где держат Марата. Утром Афродита проснулась от того, что Лиза решила сбежать. Понятное дело, побег удалось предотвратить. В это же время Роберт и Прайс подходили к лагерю, где держат Марата. В пути Роберт с Прайсом успели словить пищевое отравление. Прайс из-за сырого мяса, которое он взял с собой в путь как еду, а Роберт из-за ягод. Благо, когда они пришли на локацию, Прайса уже отпустила, а вот Роберт был немного не в себе. Прайс уже занял позицию и был готов начать бой, в то время как Роберт шел, словно каждая ступень давалась с боем, поэтому Прайс начал действовать в одиночку. Абориген с ножом быстро пал, а вот со вторым было не все так просто, и Прайсу пришлось отступить. Отдаю дань уважения второму аборигену с пистолетом. Вместо того, чтобы оставаться за укрытием, он побежал вслед за Прайсом, где и был нейтрализован. Впервые за несколько дней, увидев более-менее адекватную пищу, Роберт жадно рванул к ней и словил нехренового леща от Прайса. Благо у нас были медикаменты, и Роберта удалось спасти. Освободив Марата, мы отправились обратно в поселение. По пути на нас напали аборигены из фракции Дами. Справившись с ними, поселенцы направились домой. Уже дома на нас организовали новый налет аборигены из той же фракции Дами. Единственное, чего они достигли, так это жилплощади у озера. Еще помните того самого ниндзю? В общем, он решил сбежать. И в наказание его, да, теперь пленный у нас один. А та самая хваленая жилплощадь озера выглядит так. И спустя столько дней вербовки Лиза наконец-то присоединилась к поселению. В это же время на территорию поселения забрела дикарка, которую на удивление можно приручить. И кто я такой, чтобы не попробовать? Правда, важное уточнение, что с некоторым шансом при неудаче она накинется на человека. Поэтому вместе с Маратом, на секундочку дипломированным ветеринаром, отправилась и Афродита. Понятное дело, у меня не получилось, поэтому Марату пришлось убегать.
Немного позже я построил новые оборонительные сооружения. Ну еще попробовал опять приручить дикарку. К сожалению, не получилось. И вся эта подготовка не зря, ведь на поселение объявили налет. На этот раз мина боли, 3 нападающих. И все с огнестрельным оружием. Мясорубка должна быть лютейшей. Ну, по крайней мере, я так думал. Правда, вот закончилось все слишком быстро. Обидно. Ну, хотя бы захватили одного пленника для вербовки. Через несколько дней недалеко от поселения упала капсула с членом черного блока. Понятное дело, мы его захватили, дабы позже продать. Через несколько дней вербовки Тани присоединился к нам как 6-й член колонии. И жилой комплекс уже выглядел так. Пока Прайс выкапывал стальную залежу, я заметил, что форма горы уж слишком походит на какое-то здание. Любопытство взяло свое, и через несколько секунд Прайс уже ломал стену внутрь. Я был в предвкушении миллионов ресурсов, но сломав стену, жизнь поселенцев поделилась на до и после. Внутри я увидел огромных монстров-механоидов. Вместо того, чтобы бежать, Прайс принялся обратно строить стену, но было уже слишком поздно. Прайс попытался добежать до поселения, только вот какие-то анальные глисты догнали его быстрее. Бедный Тани находился все это время в соседней шахте, и я напрочь забыл про него. Он бежал к поселению, где уже на этот момент бушевали глисты, поэтому он свернул к Прайсу, дабы помочь ему. Но огромный опарыш догнал и его. К этому времени все колонисты уже были за пределами поселения и направлялись к Прайсу, дабы помочь ему. Банда паразитов разносила поселение, так еще и убили того самого Кайла. Поселенцы приняли решение сражаться до конца, и начался стрелковый бой. Роберт сумел нейтрализовать одного из механоидов. Это вдохновило колонистов сражаться. И уже через несколько минут колонисты стояли вдоль укрытия, перестреливаясь с гигантским опарышем. Только вот у последнего явное преимущество, и изначально это все было бесполезно. Первым пал Марат, за ним Роберт. Лиза с Афродитой попытались убежать и перегруппироваться, но Лиза также пала. Афродита осталась одна. Она успела схватить Роберта и убежать. Механоид погнался за ними. Из-за этого времени на лечение Роберта не оказалось. И в самый ответственный момент Афродита вошла в состояние растерянности и была ранена механоидом. Что уж говорить, даже неизвестный мужчина в черном пальто здесь не помог. А вот это уже настоящий конец. Конец данного видеоролика. И если вы это слышите, хочу поблагодарить вас за то, что досмотрели видос до конца. А с вами был Акро, увидимся.